Всего через 10 дней после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину в газете «Аль-Наба», печатном органе исламского государства, вышла редакционная статья. В ней говорилось, что началась война крестоносцев против крестоносцев. Боевики эту войну приветствовали и надеялись, что она продлится как можно дольше. Ведь чем больше неверные будут убивать друг друга, тем уязвимее они станут для атак террористов. 10 лет тому назад организация ИГИЛ, или Исламское государство Ирака и Леванта, представляла собой не просто мощнейшую в истории террористическую группировку, но и настоящее квазигосударство, контролировавшее обширные территории в Ираке и в Леванте, то есть в Сирии. У них была своя армия, валюта и пропагандистская машина высочайшего уровня. К настоящему времени американская армия освободила Ирак от игиловцев, а российская армия – Сирию. Остались только какие-то отдельные очаги посреди пустыни. Но сама террористическая организация от этого никуда не исчезла. И уже давно называется не ИГИЛ, а просто ИГ, или Исламское государство. Название больше не привязано к Ираку и Леванту. ИГ превратилась в своего рода международную франшизу с отделениями, вилаятами, в самых разных уголках планеты. Они есть в Азии, Африке, на Северном Кавказе. Где-то, как, например, в Мозамбике, ИГ контролирует значительные территории, а где-то действует в подполье, например, в российской Ингушетии. Один из вилаятов – ИГ Хорасан. Он был воодушевлен возможностью ударить по крестоносцам, пока те воюют друг с другом. Именно ИГ Хорасан совершил теракт в Крокус-Сити-Холл. Сегодня поговорим о том, что представляет собой настоящий, непридуманный пропагандой, враг Российской Федерации, о котором в нашей стране за последние годы как-то подзабыли, зато он о нас не забыл. В сентябре 2015 года, когда Россия начала операцию в Сирии, одним из обоснований вступления в войну против исламского государства были угрозы для Центральной Азии. Считалось, и не без оснований, что успешно построив террористическое государство в Сирии, завладев всеми ее ресурсами, боевики обязательно попытаются повторить опыт в постсоветских республиках с преимущественно мусульманским населением. Что огромная угроза для России, у которой с этими республиками гигантский пассажиропоток в обе стороны. В Таджикистане, Узбекистане и в других странах постсоветской Центральной Азии достаточно молодых людей, у которых из-за нехватки рабочих мест нет постоянной работы, зато есть претензии к погрязшим в коррупции властям. Именно в такой среде исламисты вербуют себе новых рекрутов. Пропаганда исламского государства устроена очень хитро. Она работает на разные целевые аудитории. Для людей с определенными наклонностями она производит видеоролики с жестокими казнями, как бы говоря: «Дружище, присоединяйся к нам, мы дадим тебе возможность резать головы». Для нетрудоустроенной и уставшей от социальных неурядиц молодежи пропаганда делается другая. Убеждают примерно так: мы, говорят, строим новое справедливое общество на основании чистого ислама. Типа, вливайся в наши ряды, тебя ждут приключения и настоящее боевое братство. Нетрудно догадаться, что их чистый ислам – это чистой воды варварство, человеконенавистничество и лудизм, имеющие очень мало общего с мусульманской религией как таковой. Узбекистан и Таджикистан непосредственно граничат с Афганистаном, где власть сейчас принадлежит террористической организации «Талибан». Конкурентами талибов там является как раз местное отделение исламского государства, тот самый ИГ Хорасан. Чтобы вы понимали, что ИГ Хорасан собой представляет, скажу: даже талибы считают их зверьми. Исламское государство появилось в Афганистане не вчера. Об афганском ответвлении ИГ всерьез заговорили в российских СМИ еще в 2015 году. Тогда командир таджикского ОМОНа, полковник Гулмарод Халимов, перешел с группой сторонников из Таджикистана в Афганистан и присягнул на верность игиловцам. Халимов поклялся вернуться в Таджикистан с целой армией исламистов и устроить там царство шариата. Но в итоге поехал воевать в Сирию и погиб. Тогда у исламского государства в приоритете были Сирия и Ирак. Но сейчас времена другие. В Сирии и Ираке исламскому государству сегодня ничего особенно не светит. Зато очень удачно с точки зрения террористов подставилась Россия, напав на Украину и переключив на эту войну весь свой силовой аппарат. А раз силовики отвлеклись, значит террористы могут нарастить активность на Российском Кавказе и в центральноазиатских республиках бывшего СССР. Сейчас поговорим об этом.
Сначала небольшая реклама, посмотрите, пожалуйста. Невозможно нормально жить в стране, где права граждан регулярно нарушаются. Вот те и уезжают, поднимают экономику в других странах, устраивают новую жизнь в Европе, бегут в США через границу с Мексикой. Таких, кстати, всего за несколько месяцев после начала мобилизации было аж 12,5 тысяч человек. Многие из них, вероятно, запросили в Штатах политическое убежище. Еще почти 5 тысяч пересекли границу нелегально и были задержаны погранслужбой. Так что если вы испытываете в своей стране проблемы из-за расы, религии, национальности или политического мнения, вы действительно можете попросить политическое убежище в США. Но давать вам убежище или нет будет решать суд. А значит, вам понадобится хороший лицензированный иммиграционный адвокат, такой как Алексей Товарян. Уже почти 15 лет он специализируется на защите клиентов из стран СНГ, которые просят политического убежища в Соединенных Штатах. Офисы Алексея расположены в Сан-Франциско и Сакраменто, но практика включает работу во всех штатах. Для каждого дела Алексей разрабатывает индивидуальную линию защиты, и такой подход приносит хорошие результаты. За 2,5 года Алексей Товарян провел около 150 судов и не проиграл ни одного. Если другие адвокаты часто полагаются на ассистентов, которые дают правовой анализ кейса, Алексей Товарян делает все сам, от начала до конца, безо всяких посредников. А затем готовит клиента к суду минимум неделю, чтобы человек точно знал, что его там ждет и что надо говорить. Так что если вы задумываетесь об эмиграции в Соединенные Штаты через получение политического убежища, сохраните себе контакт адвоката, с которым ваши права будут в надежных руках. Ссылка на сайт Алексея Товаряна в описании. Продолжим. Реклама — редкое дело по нынешним временам. Надеюсь, вы не перематывали ее. В конце февраля или начале марта этого года Соединенные Штаты предупредили Россию о террористических атаках, которые готовит исламское государство Хорасан. Сначала передали информацию конфиденциально, а затем 8 марта опубликовали предостережение прямо на сайте посольства. И дело тут вовсе не в том, что США вдруг решили помочь России. Подобное предостережение – стандартная практика. В 2017 году США так помогли сорвать теракт в Санкт-Петербурге, а Путин звонил президенту США Трампу, чтобы поблагодарить ЦРУ. Конфронтация конфронтации, но в конце прошлого года американцы даже Иран предупредили о грядущем теракте. Хотя Иран и США вообще-то злейшие враги. Тот теракт, к сожалению, все-таки произошел. 3 января этого года в иранском городе Керман погибли 94 человека, почти 300 были ранены. Организатором был все тот же самый ИГ Хорасан. Иран, если что, имеет протяженную общую границу с Афганистаном. 19 марта Владимир Путин заявил, что считает американские предупреждения провокацией, шантажом и попыткой запугать россиян. Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Вы хорошо знаете об этом, сейчас не буду вдаваться в детали. Выступление Путина было враньем. По всей видимости, сообщения американской разведки были восприняты всерьез и имели последствия. 7 марта ФСБ заявила, что ей удалось нейтрализовать ячейку ИГ Хорасан, которая, по словам спецслужбистов, планировала нападение на одну из московских синагог. А утром 22 марта, перед самым нападением на Крокус-Сити-Холл, силовики отчитались в СМИ о поимке в Ингушетии аж 30 пособников исламского государства. Но теракт в Крокусе все путинские силовые органы проморгали. Возможно, если бы правоохранители и спецслужбисты в массе своей не были отвлечены на бессмысленную войну с Украиной и на репрессии против россиян, у них было бы гораздо больше ресурсов, и теракт смогли бы предотвратить. Но в итоге статья, опубликованная исламским государством сразу после начала так называемой СВО, воплотилась наяву. Ведь когда полиция, ФСБ, разведка и армия заняты не тем, чем должны, у боевиков открываются окна возможностей. Террористы, которые устроили бойню в Крокус-Сити-Холл, выходцы из Таджикистана. Они прошли некоторую боевую подготовку, достаточную, чтобы расстрелять безоружных людей, и действовали по определенному плану. Однако профессионалами их назвать сложно. Вместо того, чтобы поодиночке затеряться в толпе, а потом срочно вылететь из России по заранее купленным билетам, ну или отсидеться на конспиративных квартирах,
Вместо этого они толпой ломанулись в ту же самую машину, на которой приехали к Крокусу, а потом рванули на ней в сторону западной границы, самой охраняемой на текущий момент, где вообще линия фронта проходит. Почему это важно? Исламское государство, вербуя уроженцев Центральной Азии, работает не на качество, а на количество. Им плевать, что с ними будет там потом, или даже если их как-то задержат. Если принять на веру все доклады ФСБ, то в одном только 2019 году законспирированные, ждавшие своего часа ячейки ИГ были выявлены аж в 17 регионах России. Каждый отдельно взятый боевик обладает минимальным набором навыков, а вось в нужный момент кто-нибудь да справится, так мыслят те, кто их вербует. И вот после начала российско-украинской войны этот момент настал. Еще несколько недель назад начальник Центрального командования США на Ближнем Востоке Майкл Курилла заявил на одном из брифингов: нет сомнений, что исламское государство пользуется тем, что Россия отвлекается на Украину. Война в Украине, вероятно, сейчас поглощает большую часть внимания и ресурсов российских спецслужб, вооруженных сил, служб безопасности и даже правоохранительных органов. Признанный египетский специалист по террористическим организациям Хани Насира тогда же отметил: с начала конфликта в Украине ИГ Хорасан увеличил поток своих боевиков, чтобы возобновить операции на Северном Кавказе и в странах Центральной Азии. Почему среди боевиков ИГ Хорасан так часто встречаются именно граждане Таджикистана? Дело в том, что с 92 по 97 год в этой республике шла кровавая гражданская война. Вражда была одновременно и по региональному, и по политическому, и по религиозному признаку. В 97 году произошло замирение. В рамках этого замирения президент Эмомали Рахмон разрешил таджикским исламистам иметь свою партию и даже участвовать с ней в выборах. Это была партия Исламского возрождения Таджикистана. Однако в сентябре 2015 года партию запретили, изменился баланс сил, и целые кланы в Таджикистане почувствовали себя обиженными. Тут-то исламское государство и развернуло вербовку таджикских граждан на полную катушку. Большинство рекрутов тогда направлялись в Сирию. Перевалочным пунктом служила Турция. У турецкого лидера Реджепа Эрдогана были свои планы на исламское государство. С его помощью президент Турции намеревался оттяпать себе север Сирийской Арабской Республики. Еще Эрдоган был не прочь задешево покупать у игиловцев сырую нефть. Поэтому на постоянный транзит тысяч боевиков, на их отдых в турецких отелях спецслужбы Турции смотрели сквозь пальцы. Среди 39 районов Стамбула, примерно в 12 консервативных районах, компактно обосновались действующие члены террористических группировок и сочувствующие им. Среди них тысячи выходцев из стран бывшего СССР. Террористов иногда задерживали, изредка судили, но больше для вида. Руководитель турецкой разведки Хакан Фидан однажды и вовсе заявил, что исламское государство должно получить официальное представительство в Анкаре. Турция, напомню, страна НАТО. Вот только после 2015 года часть боевиков направлялась не в Сирию, а в Россию. Кто-то напрямую, кто-то, опять же, через Турцию. А после 2022 года Россия, как мы уже сказали, стала для боевиков гораздо более привлекательной точкой назначения, нежели Сирия. Те люди, которые совершили теракт в Крокусе, ну или, по крайней мере, двое из них, въехали в Россию через Турцию. ИГ Хорасан сейчас заявляет о себе как об одном из самых мощных подразделений исламского государства. Теракт в Крокус-Сити-Холл для Хорасана не первый. Мы уже упомянули страшную атаку в Иране в начале этого года. Через 3 недели эта же группировка совершила нападение на римскую католическую церковь в Стамбуле. 5 сентября 2022 года террорист-смертник из ИГ Хорасан взорвал себя у российского посольства в Кабуле, столице Афганистана. Тогда погибли 2 сотрудника диппредставительства России и еще 4 мирных афганца. В декабре 2022 года в том же городе боевики атаковали посольство Пакистана и гостиницу с китайскими гражданами. В 2021 году Хорасан убил 13 американских военных в аэропорту Кабула. Периодически эта группировка совершает обстрелы территорий Таджикистана и Узбекистана. В Евросоюзе спецслужбам удалось предотвратить атаки на военные базы НАТО, на шведский парламент и Кёльнский собор в Германии. Даже такие страны, как Индия, Бангладеш, Мьянма и Шри-Ланка, и те видят для себя угрозу со стороны Хорасана. В этих странах есть свои экстремистские группы, которые предположительно контактируют с ИГ Хорасан. Однако в течение последних 2 лет для террористов приоритетной целью стала именно Россия. Боевики открыто пишут: война России против Украины – это их шанс на успешную атаку.
В своей пропаганде боевики заявляют, что россияне виновны в убийстве мусульман в Афганистане, Чечне и Сирии. У нашей страны действительно есть настоящий, невыдуманный и жестокий враг. Причем общий и с Европой, и с Америкой, и со странами Юго-Восточной Азии. И это совсем не Украина. Сейчас наша страна воюет совершенно не в ту сторону. И пора бы это изменить. Ведь именно сейчас лидеры зарубежных стран выражают солидарность россиянам в борьбе с международным терроризмом. И в самом российском обществе есть реальный запрос на такую борьбу. Не с близким народом, а с настоящими врагами России и остального цивилизованного мира. Самое время остановиться, немного подумать и направить силы государства на противодействие реальным угрозам. До завтра.